Герой этого выпуска – атлет из Греции. Он выжимает на брусьях 145 килограмм, активно тренирует ноги, приседает, а в пистолетике на одной ноге делает с 70 килограммами. Мне в интернете он стал известен благодаря своим роликам из армейки. Слидис – так зовут этого атлета. Недавно отслужил в десанте и там снимал различные силовые трюки. Основную часть своих тренировок он посвящает силовой базовой калистенике и стритлифтингу. Особенностью есть то, что он тренирует ноги, а это делает далеко не каждый воркаутер или турникмен. За его историей стоит непростая судьба, которая будет близка и впечатлит многих. Давайте уже узнаем подробнее, с чего он начинал. А это Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Вес Слидеса чуть более 92 килограмм при росте 1,81 м, но в последние месяцы он подсушился и вес в районе 88 килограмм. Атлет любит покушать быстрые углеводы, и это, говорит, сразу откладывается в лишний жир. Поэтому на тренировках он себя не жалеет, и в целом с дисциплиной все хорошо. Для быстрой просушки он практикует периодическое голодание с пропуском приема пищи и иногда соблюдает пост с целью худеть еще быстрее. Добавлял белковой пищи, углеводов, считал калории, придерживался пропорции 2 грамма белка на 1 килограмм веса. Добавляет к такому питанию ВИИТ. Это высокоинтенсивный интервальный тренинг, который состоит из интенсивных серий упражнений друг за другом, а между ними активный подвижный кратковременный отдых. Такие тренировки он часто делает для разминки перед основной тренировкой. Насчет добавок, у парня есть спонсор Спортпита из Греции. Сам он не распространяется о том, что употребляет. Если глянуть на его фото до занятий, то он был склонен к полноте и, просушившись, тренируясь, получил такую форму. Учитывая рост и вес, форма вполне реальная. А остальное – дело правильного ракурса для фото, поставленного света и обработки. Хотя я не находил у него прям специальных, профессиональных модельных фото. Некоторые даже чуть с подзаплывшей формой. А насчет силовых и формы судите по выпуску дальше сами, натурально ли тренируется атлет. Вот, кстати, еще я находил фотки 2011 и 2015 годов. Тут он был худощав, и это еще в самом начале тренировок. Для любого другого спорта вроде бы ничего выделяющегося, но для направления калистеники он выглядит довольно массивно, с такими антропометрическими соотношениями, и ноги соответствуют. Если сравнить его по габаритам с нашим Виталием Фищуком, который весит больше 90 кг, то они примерно выглядят одинаково. Вот на этом видео Слидес, кстати, передержал Виталика по времени в переднем висе на пальцах. Атлет занимал первое место на международных соревнованиях по стритлифтингу на FIBO 2018 в своей весовой категории. В соревновательной технике он тогда сделал 72 килограмма турник, брусья 120 килограмм, недавно обновил брусья и делал уже 145 килограмм на тренировке. По турнику я не нашел. В приседаниях на одной выполнял с плюс 60 килограмм, а личный рекорд – это приседание на одной с 70 килограммами. Недавно выполнял планку с дополнительным весом 240 килограмм на спине. Поскольку нет взвешивания в кадре, то можно подумать, что там меньше вес, но зайдя в профиль атлета и посмотрев на разные его силовые трюки, все больше веришь увиденному. Популярный ранее челлендж по открыванию бутылки Bottle Cap Challenge он усложнил и сделал это в переднем висе. Дальше поговорим про план тренировок, советы Слидеса начинающим и его непростую судьбу до тренировок. Ребят, кто недавно начал свои тренировки, либо застрял и хочет быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопились много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки, тренируясь с 2011 года. Я подготовил для вас электронную мини-книгу по воркауту «7 ошибок начинающего в тренировках и питании». Описаны практичные полезные вещи в тренировках, рацион питания и моя история. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за донат на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и обращайтесь, если нужна программа тренировок. А если кто-то из вас хочет развивать себя на YouTube и уже начали вести свой канал, но не понимаете, откуда взять первых подписчиков и почему вас не смотрят, то обращайтесь ко мне за помощью в развитии канала. Тем самым я сэкономлю вам месяцы потраченного времени на ошибки. Напишите мне, контакты в описании. Двигаемся дальше к сюжету. Сами тренировки атлета достаточно серьезны и сконцентрированы, и на них не было бы интересно смотреть,
Это я к тому, что за всеми этими интересными усложнениями элементов, трюками стоит невидимая тяжелая работа над базовыми упражнениями. В неделю он делает одну тренировку жимовых движений и одну тренировку ног. И еще одно занятие посвящено различным силовым навыкам и то, чем можно удивить себя и окружающих. Нестандартные идеи могут приходить на протяжении дня, атлет их записывает и затем пытается натренировать. Слидес – пятикратный национальный чемпион Греции по стритлифтингу. Финалист телешоу «Греция имеет таланты». В шоу ребята подготовили выступление и дошли до финала. А вот некоторые закулисные кадры их приключений в телеке. В Instagram атлет себя зарекомендовал как десантник с крутой формой. Его разлетающиеся по интернету ролики позволили дойти до 100 тысяч подписчиков. Мало того, что атлет привлекает своей крупной формой, нетипичной для воркаут-атлета, он еще и выполняет различные силовые элементы, которые отличаются креативностью. В армейке ребята развлекались как могли. Например, устраивали испытания своему хвату. Даже пустой стул так будет сложно удержать, а они сверху еще нагружали весом. Протестируйте свой хват. Изначально занимаясь только на турниках, когда еще не было массивного корпуса и ног, нагрузка в элементах почти не ощущалась, признается атлет. Но когда около 4 лет назад стал делать тяжелые приседы, то и элементы просели. Тренируется атлет часто после ночных смен. Для многих это отговорки. Слидес признается, что когда приходишь уставший после ночной, то тренировки уже вошли в привычку. И идет на занятия в любом состоянии. Организм оживает и адаптируется. График работы максимально ненормированный. Бывает, тренируется в разное время суток и тогда проводит более щадящие нагрузки, если чувствует, что не выспался. Вот вам и пример обычного человека, который занимается не только спортом. Атлет долго воспитывал в себе дисциплину, его прошлое было не лучшим примером. Депрессии, вредные привычки и подавленность. Через все это он проходил в свое время из-за семейных сложностей и проблем с финансами. Вот как он выглядел до тренировок. Плыл по течению и не ставил никаких целей по жизни. Во время подъема по лестнице были сложности с одышкой, все это были последствия прошлого образа жизни. Жизненные обстоятельства так накопились, что Слидес практически в один момент решил оборвать связь с друзьями из старого окружения, отказался от нездоровых привычек и стал приводить в порядок питание. Такое резкое изменение подойдет далеко не каждому, ведь пообещать что-то себе, отказаться от тех вещей, к которым привык, для этого нужна очень сильная воля, особенно чтобы продержаться первое время. Поначалу, как только начал тренировки, он пробовал и другие виды спорта. Нужно было чем-то занять свое внимание, переключиться на другие действия. В первые годы получал травмы. Самой большой мотивацией для себя сейчас он считает сообщение людей, которым помог его пример, и они пишут с благодарностью, что тоже изменили свою жизнь. Сейчас атлет часто делится историями людей, которые уже были, казалось бы, на дне, но благодаря видео Слидеса меняли окружение и начинали тренировки. Насчет дисциплины он пользуется правилом 5 секунд. То есть, когда нужно что-то сделать, но нет желания, считаем мысленно от 1 до 5 и начинаем делать хоть какой-то первый шаг. Вдохновение приходит во время действия, а не наоборот. Базовые советы для начинающих вас не удивят. Атлет рекомендует сосредоточиться на базовых движениях. Подтягивания, отжимания на брусьях, отжимания от пола и, конечно же, приседания. По элементам, укрепив отжиманиями плечевой пояс, атлет сосредотачивается сперва на балансах, а потом на силовых статических элементах. Стремиться вам стоит хотя бы к 10 подтягиваниям, 15 раз отжиманиях на брусьях, 20 отжиманий от пола и порядка 30 приседаний. Все это в идеальной технике, говорит Слидес. Насчет стритлифтинга атлет говорит, что выбрал это направление, так как оно придает силу навыкам в элементах, наращивает мышечную массу и общую силу. Этим можно заниматься в парке, на улице с друзьями, дома или в тренажерном зале. И что немаловажно, есть чемпионаты по стритлифтингу по всему миру, а оттуда уже можно заявить о себе спонсорам и развиваться медийно. 2 года назад атлет делал отжимания от пола на скорость 55 раз за 30 секунд. Всегда, когда речь заходит про рекорды на скорость, эксперты в комментариях находят неточности в технике. Да, тут есть минимальная волна в корпусе, но все же.
Евгений Лось, к примеру, делал 40 отжиманий за 30 секунд, вот в такой технике. Правда, он тут и распределял силы и выполнял отжимания за 60 секунд. Пока это, пожалуй, самая чистая техника исполнения. Также Слидес отжимался на одной руке, один из немногих в технике без разворота корпуса. Про атлетов, выполнявших идеальное отжимание на одной руке, я уже делал сюжет на канале, и про сильного итальянца Матео Спиназолу. Предлагаю к просмотру. Основной проблемой в современном фитнесе Слидес видит то, что новички смотрят на состоявшихся атлетов и думают, что это повторить легче, чем им кажется, и форсируют сами нагрузку, и в итоге травмируются. Ошибки одни и те же. Поэтому или молодежь сейчас прислушается и будет уделять достаточно времени базовой подготовке, разминке и технике, или будут наступать на одни и те же грабли и откатываться по уровню. Что ж, какое впечатление у вас оставил этот атлет? Пишите в комментариях. Ребят, если вам интересно общение в сообществе атлетов из разных направлений, нас в Telegram уже около 3000 человек. Есть совместный чат для обмена опыта с другими ребятами. Там же и выходят дополнительные материалы к выпускам на YouTube, аудиоподкасты к роликам и полезные статьи. Заглядывайте по ссылке в описании, пообщаемся. Ну и не забудь подписаться с колокольчиком на YouTube. А автор сюжета я, Владарович, разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых темах.